Друзья, привет! Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Приготовим сочное оригинальное блюдо чебуреки, да не простые, а из капустных листьев. Рецепт увидела на просторах интернета, очень захотелось попробовать, и вот делюсь с вами результатом. Возможно, и вы захотите приготовить, тем более, что заранее скажу, что получается действительно очень вкусно, сочно, готовится несложно, да к тому же еще и полезное блюдо. В описании под видео указано количество ингредиентов. У меня головка капусты весом примерно 2 килограмма. Я вырезаю кочерышку, и нужно будет разобрать ее на листья. Сделать это можно любым удобным способом. Я сегодня просто заранее кипячу воду и буду проваривать, верхние листья снимать. И так постепенно разберу до той поры, сколько мне нужно листьев. Вот я воду вот закипятила уже, туда опускаю аккуратно головку капусты. Как только верхние листья становятся мягкими, я их снимаю и затем также точно провариваю и разбираю на следующие листья. Сделать это можно любым способом, например, в микроволновке, предварительно положив в пакет, ну или заранее поместив капусту в морозильную камеру, например, с вечера, а утром достаете и уже капустные листья мягкие. В общем, у каждой хозяюшки есть свои методы разбора капустной головки, но я сегодня делаю таким способом. Кстати, точно так же я парю капусту и на голубцы. В общем-то, капусту разобрали, и теперь нужно срезать вот эти вот все утолщенные части, так, чтобы не мешало сложить капустный лист пополам в форме чебурека. Когда все это я сделала, потом я уже приступаю к подготовке фарша. Нужно нарезать мелко лук, у меня 3 небольшие луковички, если крупная, то, наверное, достаточно и одной, а вообще в этом блюде можно все делать по вкусу, на глаз, так, как нравится вам. Поджариваю лук на сковородке с растительным маслом до золотистости, пережаривать не нужно, так, чтобы не подгорел. Вот когда он стал примерно такого цвета, пошел приятный аромат, я его снимаю с огня. В миске у меня смешанный фарш готовый, это телятина и курица. Сюда я выкладываю лук и специи. У меня соль, молотый черный перец и сладкая паприка. Опять же, специи берите те, которые вы любите. Фарш хорошо вымешиваю. И теперь уже можно формировать наши чебуреки. Беру капустный лист, на половинку выкладываю фарш, разравниваю тонким слоем, вот так вот прижимаю. В общем-то, все очень легко и просто. И видите, у нас получается прямо настоящие готовые чебуреки. Так я сразу же формирую все чебуреки, а потом уже буду готовить кляр, в котором буду обмакивать наши заготовки. В общем-то, все делается действительно очень быстро, просто. Самое главное вот распарить капусту, разобрать на листья. Ну, а фарш я купила сегодня готовый. Готовлю кляр. В миску я вбила яйца, добавляю сметану, затем опять же специи по вкусу, соль, молотый черный перец и паприка. Все это взбалтываю венчиком, слегка, просто до однородности. И затем буду добавлять муку. Тесто должно получиться среднее по густоте, и не сильно жидкое, и не густое, так, чтобы оно и не истекало, и не сильно задерживалось на чебуреках. Если вдруг вы пересыпали муки, то можно добавить, вот как я, одно яйцо или столовую ложку сметаны. Разогреваю сковородку с растительным маслом и уже буду жарить чебуреки. Обмакиваю каждый с обоих сторон, вот лишний кляр пускай стекает обратно в миску, и выкладываю по 2 штучки на сковородку. Далее накрываю крышкой и буду жарить на небольшом огне до готовности и зарумянивания. Ну, приблизительно 7-8 минут с каждой стороны. Огонь должен быть небольшой, чтобы капуста хорошо прожарилась и не хрустела на зубах. И также, чтобы приготовился фарш. Далее, когда вижу, что чебуреки готовы, я их выкладываю на поднос и жарю следующую партию. В общем-то, несложно, быстро и на самом деле очень оригинально. Понравилось даже моим деткам, хотя на удивление не особо любят они капусту. Но вот в данном случае не сильно даже и обнаружили, из чего они, так сказать, сделаны. Форма у них прямо вот чебуречная, очень сочные внутри, вкусные, оригинальные. Друзья, обязательно попробуйте. Вот действительно рецепт рабочий. Иной раз, когда видим в интернете и думаем, как же на самом деле оно получается. Вот я уже опробовала и могу с вами поделиться, что да, действительно можно приготовить и побаловать свою семью. Спасибо за просмотр. Всем мира и добра.